Всем привет! Сегодня у нас FIO GM21. Легенда бюджетного плеера-строения. Одни его хвалят за функциональность и отсутствие конкурентов за эту цену, другие ругают за звук и удешевленную конструкцию. Попробуем разобраться в его плюсах и минусах. Я расскажу о его устройстве и характеристиках. Подробно покажу все настройки, связанные со звуком. Поделюсь своими впечатлениями от использования и выскажу свое мнение. Кому он нужен, а кому нет. Стоит ли его покупать за эти деньги или есть какие-то другие варианты? В конце вас ждут неожиданные выводы. GM21 имеет форм-фактор, который считается почти идеальным для цифрового аудиоплеера. Он тоньше и легче конкурентов. Имеет большой экран, операционную систему Android и отличную функциональность. Корпус наполовину пластиковый, но не ощущается слишком дешевым. Тактильно приятный. Все хорошо подогнано, хотя задняя панель немного поскрипывает при нажатии. Расположение кнопок непривычное. Включение и громкость слева, плей-пауза и переключение треков справа. Включение слева – это неудобно. По привычке нажимаешь правую верхнюю кнопку и вместо включения переключаешь трек. Кнопки выступают очень немного, почти вровень с корпусом. И это тоже проблема, на ощупь в кармане сложно нащупать нужную кнопку. Но что удивительно, когда надеваешь чехол, управление становится гораздо проще. Прозрачный силиконовый чехол идет в комплекте. Это, конечно, плюс, но его качество среднее. Местами он неровно прилегает к корпусу, и у меня он немного мешает вставлять штекер наушников. Экран 4,7 дюйма. Для плеера это очень хороший размер экрана. В настройках можно изменить размер шрифта, так что по элементам и органам управления все прекрасно читается. Но сам экран выглядит, мягко говоря, не очень. Здесь, видимо, стоит дешевая TFT-матрица. Стоит немного наклонить экран, и картинка тускнеет, теряет насыщенность. И у экрана сильно заниженная яркость. Вот сравните ползунок яркости на FIO и на iBass. На ярком солнце точно будут проблемы. В целом от экрана общее ощущение какого-то дискомфорта, как будто глаза сильнее напрягаются и устают. И все это постоянно напоминает тебе, что ты пользуешься бюджетным устройством. И еще тачскрин не очень отзывчивый на касание. Здесь с завода стоит защитная пленка, и, возможно, если ее снять, ситуация улучшится. Железо. Здесь используется Snapdragon 680 от Qualcomm. Это, с одной стороны, процессор из бюджетных смартфонов, однако он мощнее, чем то, что ставят конкуренты на подобные плееры. Для скроллинга плейлистов, вывода музыки этого должно быть вполне достаточно. К тому же за обработку звука здесь отвечают отдельные чипы. Но в реальности работает все со скрипом и менее шустро, чем на iBass DX180, в котором стоит более слабый 665 Snapdragon. Помимо не очень быстрого интерфейса заметны задержки и подвисания, например, при старте и остановке воспроизведения. Еще здесь мало оперативной памяти, всего 3 гигабайта, и это тоже очень заметно. Система агрессивно выгружает приложения из фона. При переключении приложений они часто запускаются заново. И это не какие-то тяжелые приложения, а, например, их собственный плеер. Иногда приложения и вовсе вылетают. FIO совсем недавно анонсировала улучшенную версию этого плеера с 4 гигабайтами АЗУ вместо 3, но это все равно мало. Вряд ли это серьезно улучшит ситуацию. Плеер при его размерах достаточно легкий, 156 грамм. И это благодаря тому, что батарея здесь всего 2400 мАч. Батарея очень маленькая по объему. Хотя по данным производителя при воспроизведении через балансный выход заряда должно хватать на 9 часов при использовании наушников 32 Ома, и это на высоком гейне. Но это явно завышенные данные. По моему опыту ни одно устройство не разряжалось так быстро до предупреждения о малом заряде, как этот плеер. И не я один такой. На Reddit множество пользователей отмечают слабую батарею как главный недостаток этого плеера. Конечно, он и заряжается быстро, но учитывая, что батарея несъемная, такой интенсивный режим зарядки может убить ее за год-полтора активной эксплуатации. Кстати, анонсированная улучшенная версия имеет батарею 3100 мАч. Это уже лучше. Система. Здесь стоит Android 13.
Кажется, что версия не новая, но во вселенной плееров это очень неплохо. До сих пор еще продаются более дорогие модели, например, на 10-м андроиде. В любом случае, плеер на Android сразу многократно расширяет свои возможности. Есть Google Play, так что, естественно, можно установить любое приложение. Для меня важно, чтобы плеер помимо прослушивания музыки из памяти устройства также мог работать со стриминговыми сервисами типа Apple Music или Spotify. И плеер на Android, как и любой современный телефон, конечно же, ничем здесь не ограничен. Но в отличие от телефона, здесь есть еще много разных настроек, связанных со звуком. Я сейчас подробно расскажу о режимах работы и всех этих настройках, но если вам это не интересно, листайте по тайм-кодам сразу на следующие разделы про впечатления от звука и неожиданные выводы. Итак, программные функции и настройки. Во-первых, можно глобально переключать режимы работы плеера. Основной режим Android – это стандартный режим работы оболочки, где доступны все программы. Режим «Только музыка». Открывается плеер Film Music, все остальное становится недоступным. Но кажется, что в этом состоянии остальные программы не освобождают память, не повышается производительность и не увеличивается время автономной работы. То есть, по сути, это тот же Android, только не выйти из этого плеера. Режим USB CAP – это подключение плеера в качестве внешнего ЦАПа к другому источнику сигнала. К компьютеру все подключается без проблем, нужно только иметь качественный кабель. На Windows 10 драйвера мне не потребовалось. Частоту дискретизации можно выбрать вплоть до 384 кГц. Это даже слишком много, но само по себе говорит о запасе производительности ЦАПа. А вот со смартфонами у меня были проблемы. На двух устройствах плеер просто начинал заряжать телефон. Иногда на телефоне всплывало уведомление, обычное для подключения внешнего ЦАПа, но сразу исчезало. Еще на одном удавалось законнектить Hi-Fi плеер, но звука не было слышно. И лишь на 4-м все заработало сразу. Причем пробовал с разными кабелями. Может быть, что-то я делал не так? Напишите в комментариях, если у кого-то есть удачный опыт решения таких проблем. Дальше режим приема Bluetooth. Это когда вы подключаете его напрямую к телефону в качестве Bluetooth ЦАПа. Все работает на кодеках типа DAC, но звук показался сильно хуже, чем по проводу. На специализированных устройствах, которые работают в этом режиме, например, iFi Go Blue, разница менее заметна. И AirPlay – это подключение к устройствам Apple. Этот вариант я не проверял. Плеер, конечно, может работать с Bluetooth-наушниками. Коннектится все без проблем. При этом в статус-баре показывается кодек, на котором подключились наушники. Здесь все работает прекрасно. Еще из украшательств здесь есть Tape Mode – режим визуально имитирующий кассетный плеер. Выглядит прикольно. Управление в этом режиме только с кнопок на корпусе. А что вы хотели? Почувствуйте ретро-вайб полностью. Вид кассеты можно сменить в настройках, но выбор достаточно ограниченный. Теперь самое интересное в настройках – это то, что находится в разделе «Аудио». Большинство из этих настроек можно также быстро переключать из шторки панели уведомлений. Во-первых, можно выбрать режим каждого из аудиовыходов – линейный или наушники. И для разъема 3,5 мм можно еще включить оптический выход. Линейные режимы нужны, чтобы передавать сигнал на какой-нибудь внешний усилитель. Далее переключение режима вывода DSD через оптический выход. DOP – это расшифровывается как DSD over PCM. Это когда DSD передается внутри формата PCM. Такой хитрый способ передать DSD на совместимое устройство через изначально не предназначенный для этого SPDIF-интерфейс. И D2P – это расшифровывается как DSD to PCM. В этом случае DSD декодируется в PCM, что обеспечивает большую совместимость, но вы передаете уже не DSD, и в этом случае смысл этого формата теряется. Далее идет переключение гейна или уровня усиления. Я не рекомендую ставить высокий гейн на чувствительных наушниках. Скорее всего, вы получите искажение сигнала. Высокий режим усиления предназначен все-таки для высокоумных наушников, но бывают варианты. Далее режимы низкочастотного фильтра. В теории этот фильтр удаляет мусор, который появляется после преобразования цифры в аналоговый сигнал. Обычно это гармоники в ультравысоком диапазоне и прочие артефакты. И также он формирует характер переходных процессов. Это то, как ЦАП реагирует на импульсы и атаки. Это все можно делать по разным алгоритмам, и вот эти режимы фильтра как раз и представлены в настройках. Они по-разному влияют на фазу и задержку, и как следствие на субъективное восприятие детальности или мягкости звука.
На практике на некоторых устройствах выбор режима фильтра может заметно менять звучание, а на других совсем ни на что не влиять. И вот здесь на FiiO смена режима достаточно заметна. Вы можете поэкспериментировать со звучанием и выбрать то, что вам нравится. Далее можно установить предпочтительный Bluetooth кодек. И для LDAC, и для LHDC можно выбрать приоритет качества или стабильности соединения, либо выбрать адаптивный битрейт, который сам подстроится под условия подключения. Есть возможность установить, как будет работать громкость на Bluetooth-устройствах. Либо она синхронизируется с общей громкостью плеера, либо регулируется независимо. Для людей, у которых одно ухо слышит хуже другого, можно глобально скорректировать баланс каналов. Далее есть переключатель «Все в DSD». Это, как я понял, работает при подключении внешнего ЦАПа. Эта функция преобразует цифровые сигналы PCM в формат DSD для вывода, что может теоретически улучшить качество звука благодаря повышенной частоте дискретизации. Однако при этом увеличивается энергопотребление. Громкость линейного выхода – это возможность включить изменение громкости плеером на линейном выходе. В противном случае на нем всегда будет один уровень громкости. Это полезно, если вы выводите аудиосигнал на внешний усилитель. Далее переключатель регулировки громкости плеером при подключении внешнего ЦАПа по USB. Это тоже имеет смысл, так как многие ЦАПы имеют свою регулировку громкости. К эквалайзеру мы еще вернемся, а оставшиеся два пункта – это ставить на паузу, когда выдергиваешь наушники, правда, почему-то это происходит не сразу, а через 2 минуты, и последний – DAC DRE. В интернетах писали, что эта функция исправляет некие искажения на чипах Cirrus. Теперь, наконец-то, эквалайзер. При нажатии переходим в его настройки. Чтобы менять режимы, нужно его сначала включить. Далее можно выбрать одну из 9 предустановок, либо добавить свою. И сам эквалайзер у FiiO очень хорош. Здесь есть 10 полос, и каждую из них можно очень тонко настроить. То есть сам уровень усиления меняется ползунком. А если нажать и подержать не на точку ползунка, а на вертикальную линию, то мы попадаем в настройки этой полосы. И здесь мы можем менять, во-первых, саму частоту, то есть как бы смещать положение полосы по частоте. Далее мы можем менять вид фильтра. Это стандартный пиковый, шельфовый, он для краев диапазона, полосовой, когда остается только выбранная полоса, пропускной, это как шельфовый, только наоборот, и полнодиапазонный, этот зачем нужен, мне уже непонятно. На самом деле можно ограничиться только пиковым и шельфовым для краев диапазона. Дальше сам гейн, то есть уровень усиления для данной полосы. Это тоже, что мы меняем самим ползунком. И самая полезная штука – параметр Q. Это ширина полосы. Меняя ее, вы можете либо тонко вырезать конкретную частоту, либо, расширив ее, задать плавные изменения чиха. В общем, тут есть что понастраивать скучными вечерами. Но это еще не все. Там же из эквалайзера переходим в звуковые эффекты. Тут, во-первых, компрессор, который должен поджать динамический диапазон музыки, ограничив пики и подняв среднюю громкость. Звук становится как бы плотнее, но полезность этого сомнительная. Тут тоже есть баланс каналов, но если вдруг у вас одно ухо заложило. Далее 2 крутилки для ленивых, усиление баса и высоких частот. Иногда удобно, сменив наушники, быстро скорректировать, особенно низкие частоты. Я бы еще добавил возможность не только увеличивать, но и уменьшать эти параметры. И самая веселая крутилка – усиление эффекта стерео. Наверняка у кого-то она вызовет восторг. Только не рассказывайте об этом друзьям-аудиофилам. Странно, но при включении звуковых эффектов принудительно включается эквалайзер. Если вам нужны только эффекты, выбирайте в пресетах эквалайзера ровную настройку. Ее производитель предусмотрительно сделал, назвав, правда, каким-то неприличным словом на китайском. И еще, к сожалению, и эквалайзер, и все эти эффекты не работают с Bluetooth-наушниками. Но вы можете поставить в Play Market какой-нибудь другой эквалайзер, например, Spotic 10, он точно работает. Вернемся к самому устройству. Звуковой тракт. Здесь используется двойной ЦАП от Cirrus Logic. Это чипы CS43198 без встроенного предварительного усилителя. И в этом случае звук больше зависит от качества реализации усилительного каскада. В качестве усилителя используются 2 микросхемы SGM8262. Главная декларируемая фишка GM21 – это мощность. С балансного выхода 4,4 мм он выдает 700 мВт на наушники с сопротивлением 32 Ома. Это очень много. Этого должно хватить, чтобы раскачать большинство полноразмерных наушников типа Sennheiser 600 серий. Мощность – это хорошо, но как он звучит? Я тестировал этот плеер на AEM наушниках Dunu Titan S2,
True Ear Pure, Moondrop Aria 2 и Full Performer 5, а также на полноразмерных Sennheiser 580X, AKG 612 и Bayer Dynamic 990. Характер звука ровный, с детальными верхами и акцентированным, но не плотным басом. Звучит все достаточно динамично, но мне не хватает какой-то естественности и наполненности. Звук мне кажется скучным и плоским, лишенным глубины. Если поднимать гейн, то добавляется энергия и яркости, но все становится каким-то раздутым и еще более неестественным. Поэтому на чувствительных наушниках лучше все-таки оставаться на минимальном уровне усиления, а высокий гейн использовать на тугих полноразмерах. Но в целом, хотя такой звук не претендует на какую-то аудиофилию, он мне понравился больше, чем у FIO BTR-17, который у меня сразу вызвал отторжение еще большей сухостью и плоским звучанием. Производитель заявляет низкий уровень шума и низкие динамические искажения. Но тем не менее на чувствительных наушниках в паузах без воспроизведения музыки периодически слышны тихие щелчки и какие-то наводки. Это говорит о недостаточном экранировании внутренних компонентов. Теперь попробуем сравнить его с другими плеерами. iBasso DX180. Понятно, что iBasso в 3 раза дороже, но он сделан на тех же ЦАПах от Cirrus Logic, поэтому я ожидал услышать близкое по тональному балансу звучания. Но разница оказалась заметная. У FIO звук как будто более пустой и пластиковый. Это ощущение зернистости высоких частот и мутности на средних. Но особенно заметное различие на басах. В них нет плотности и фактуры. Звук какой-то ватный. Затем я сравнил его с Shanling M1+. Это плеер по цене примерно того же уровня, но на нем нет андроида. Это важно. Зато по всем остальным качественным характеристикам он на уровень выше. И звук на нем отличается очень сильно. Я сам не в восторге от характерной яркости фирменного звука Shanling, но это гораздо более захватывающие эмоции. Звук ощущается мощнее, шире и глубже по сцене. Ну и качество исполнения и связанные с этим тактильные ощущения здесь совсем другие. Хотя, если быть откровенным, по яркости звука у Shanling для меня перебор. Если бы меня заставили выбирать из этих двух, я бы взял все-таки FIO, несмотря на более скучный звук. Далее я взял для сравнения противоположный вариант – старый смартфон с мини-джеком. Это бюджетный Motorola Moto G7 2019 года выпуска, весьма добротный телефон того времени. И, как оказалось, звучит он примерно на том же уровне, как GM21. Есть небольшие отличия в детализации в пользу FIO. Понятно, что высокоомные наушники смартфон не потянет, но на чувствительных в целом очень близкий звук. И тут не то, чтобы FIO звучал совсем ужасно, просто и забытые смартфоны звучат не совсем плохо. Дальше я взял недорогой проводной ЦАП Acleam PD5. В нем стоит чип Asahi Kasei, и это, конечно, читерство. И да, он переиграл плеер от FIO полностью. Здесь все лучше технически, но, может быть, немножко не хватает мощности. Затем я опустился до Bluetooth соединения и сравнил звучание с портативным беспроводным ЦАПом Hi-Fi Go Blue. И несмотря на определенные недостатки в этого устройства, звук на нем был гораздо интереснее и веселее. Ну и под конец я взял раритетный LG V60. Да, это тоже всего лишь телефон, но непростой. В нем стоит 4 ЦАПа ESS Saber. И он уделал FIO просто по полной. Но правда он и стоил когда-то $600. И какие можно сделать выводы? Нужно ли покупать себе FIO GM21? С одной стороны, им удобно пользоваться как плеером. У него богатая функциональность. Он не слишком тяжелый, но при этом имеет большой экран. И вообще это универсальная вещь. И при такой функциональности у него нет конкурентов за эту цену. Но вы получаете устройство с достаточно средним уровнем звука. Вы, по сути, получаете старый телефон с мини-джеком. И еще с кучей проблем, таких как слабая батарея, плохой экран и фоновые шумы. Да, у плеера много разных настроек звука. С ним можно поэкспериментировать, но полноценного хорошего звука из него все равно не вытянуть. Тут не из чего вытягивать. Так что если у вас ограниченный бюджет, если вам не нужна универсальность, если вы, например, слушаете музыку в основном на улице, я бы однозначно посоветовал какой-то Bluetooth ЦАП. Это, например, тот же Hi-Fi Go Blue или Shanling UP6. Это абсолютно разные по характеру устройства, но по звуку они гораздо более интересные и эмоциональные, и более удобные для использования именно на улице. Если при том же бюджете вы хотите слушать звук лучшего качества дома или где-то в помещении, то это может быть USB ЦАП, подключаемый к смартфону. За эту цену вы можете купить себе 2 или 3 ЦАПа на разных чипах и сравнивать, как они звучат. Это тоже интересный опыт.
Если вам не нужны стриминги, то опять же за те же деньги вы можете купить себе плеер без Android. Например, типа Shanling M1+. Хотя конкретно его бы я не рекомендовал, у него другая крайность. Звук слишком яркий и резкий на мой вкус. Или Hi-B R3.2, более сбалансированный вариант. В любом случае такой формат, хоть и ограничен по функциональности, но зато более компактен и удобен на улице или в дороге. Плюс такие устройства умеют еще все то же, что умеют портативные Bluetooth ЦАПы, то есть их можно подключать и к телефонам. При той же цене звук у них обычно всегда лучше, чем у плееров на Android, просто потому, что там нет мощного процессора для обслуживания этого Android, нет большого экрана, и все вложено в звук. А если у вас уже есть несколько проводных ЦАПов, копите на плеер от $200. Все остальное будет разочарованием. В общем, я поздравляю маркетологов от FiiO, они сделали самый популярный на сегодняшний день Android-плеер. Но верить в то, что он хорошо звучит, можно только если не сравнивать его ни с чем другим. И если вы купите его как свое первое устройство такого типа, то и будете всегда думать, что все источники звука, включая телефоны, звучат одинаково. Я часто встречаю убежденных в этом людей на форумах. Хотя я знаю одного человека, который имеет возможность сравнивать, но почему-то все равно очень любит этот плеер. И это еще раз доказывает, что все люди разные, и восприятия, и потребности у каждого свои. Поэтому, если у вас есть FiiO GM21 и он вам нравится, не слушайте меня и наслаждайтесь музыкой. Это гораздо важнее, чем какие-то технические детали и мелкие различия в звучании. Спасибо, что досмотрели. Ставьте лайки и дизлайки и будьте вежливы в комментариях. Всем пока.